Дорогие друзья, приветствую вас! Как вы можете догадаться, у станции метро Выборгская. Сейчас подойду к карте, тут слева от выхода. Вы здесь. И сегодня хочу на ваш суд представить прогулку, в которой мы увидим 3 набережных, 6 мостов, 2 храма, дом-подарок, дом-призрак и много, надеюсь, солнца. Хотя тут потихоньку начинает затягиваться тучами. Ну, собственно, стартуем с Выборгской стороны. Здесь пройдем до Большой Невки и далее мимо Аптекарской набережной по набережной Карповке прогуляемся по Петроградке. Постараюсь вам показать один из спокойных районов Петербурга, исторически наполненный местами и событиями. Соответственно, продолжая прошлые видео, если есть желание вырваться из суеты и побывать в спокойном Петербурге, и даже это, наверное, больше ориентировано не на туристов, а на самих петербуржцев, живущих или в шумном центре Блесневского, или в спальных районах, так называемых бетонных гетто. Вот это все для вас. Двигаемся мы к улице Гренадерской. Сейчас мы ее пересечем. И в принципе-то мы уже видим Самсониевский парк, точнее Самсониевский сад. На месте сада изначально было первое городское кладбище. Хранили на нем все конфессии, не было разделения. Именно здесь нашли последнее пристанище Жан-Батист Леблон, Доминика Трезини, Андреас Шлюттер, Георг Матарнови, Бартоломео Растрелли. В 95-м году 20 века в нескольких метрах от того места, что мы идем, установили памятник, так называемый памятник первостроителям Петербурга по проекту Михаила Шемякина. А потом его начали растаскивать на металл, скажем так. Ну а сегодня он вовсе зашит деревянными щитами. Сейчас поставлю фотографию, как он выглядел изначально и как время спустя. Ну и мы видим, как сейчас, в каком он виде. Хотел сказать состоянии, но состояние нам не оценить, в каком он виде. Просто законсервировали, дабы не разрушали еще больше. Это часть Выборгской стороны, такая тихая, спокойная.
Такая же, как и этот сад. Что в будни, что в выходные здесь умиротворенно, что ли. Конечно, это еще усугубляется близостью собора. Сейчас мы как раз к нему идем. Сампсониевский собор. Уточки. Настолько привыкшие к людям, что люди их подкармливают, даже не боятся. Какая-то стая диких голубей, но не в плане диких лесных, а по своим манерам и поведению диких. Абсолютно бесцеремонные голуби. Вот мы уже видим сам собор. Один из первых храмов Петербурга. Можно назвать его мемориальным, поскольку заложили его в честь победы русского воинства в Полтавской битве в том же 1709 году. Сначала он был по традиции деревянный, через 30 лет стал каменным. Переделан был по проекту Джузеппе Дрезини, родственника великого Доминико. Ныне облик с пятиглавием появился при перестройке 1761 года. Ой, специалисты определяют стиль как аннинское барокко, 5 куполов и боковые галереи. Как мы видим, с одной стороны галерея, и сейчас будет с другой. Утверждают, что некоторые источники утверждают, что в Сампсониевском соборе Екатерина II и Григорий Потемкины венчались. В собор заходить не буду, но вы загляните. Говорят, там иконостас редкой красоты. Вот в галереях разложены, кстати, надгробные плиты 300-летние. Да, на них вот высечены всевозможные надгробные надписи. Эти обломки плит были обнаружены при раскопках неподалеку от собора. Вот можно ради интереса походить, попробовать повычитывать. Какая-то из плит должна быть вмурована в стену. Пока вот мы идем, я не видел. При входе в собор колокольня. Ну а слева и справа на колокольне воспроизведено обращение Петра Великого к воинам перед началом Полтавской битвы.
Но на противоположной стороне Самсоневского проспекта стоит памятник самому Петру. Так, вот здесь вот обращение. Ну и памятник Петру. Ой. Сам Самсоневский проспект. Тут какие-то производственные справа площади расчищаются. Видимо, будет очередной стильно модный ЖК. Строит легенда. Да. Самсоневский 32. Ну ладно. О, здесь карта самого сада. Границы Самсоневского кладбища, кстати. То есть кладбище, ну да, на всей вот до Самсоневской и до Лесного проспекта, между Мишлотским переулком и Гренадерской улицей. Но мы двигаемся дальше. Как я показал на карте, по планам у нас многое пройти и многое посмотреть. Опять же, маршрут сегодняшней прогулки я постараюсь сделать ссылкой и прикрепить ее в описании к видео или там в первом комментарии закрепленном. Не знаю, как лучше. Не знаю, на что это влияет. Сейчас по Гренадерской улице пойдем к мосту одноименному. С той стороны нас будет ждать Аптекарская набережная. Слева Петроградка, справа Аптекарский остров. На Аптекарском большой ботанический сад Петровский. Ну, наверное, все, кто так или иначе слышал о ботаническом саде в Санкт-Петербурге, возможно, бывал, возможно, хочет побывать. В принципе, самостоятельно читаните, гляните про ботсад. У нас слева тоже, кажется, какая-то кочегарка. Судя по кирпичу, кладке, какая-то дореволюционная, возможно. Здесь были братские бани, так называемые. Бани братьев Егоровых. В народе просто братские бани. Сейчас все окна заколочены, благо, ну, в общем, законсервировали здание. На крыше растут деревья. Глядишь, или сломают, или как-нибудь отреставрируют, и стильно-модно-молодежненько станет, как я говорю. Так, давайте, дабы не утомлять вас скучными переходами, у меня сейчас план здесь перейти Гренадерскую улицу и по мосту пойти по правой стороне, потому что
Там далее, на той стороне, будет удобнее переходить на набережную Карповки. А если вы останетесь вот с левой стороны, то там как-то вот кругом надо будет развилку обходить по зебрам. Поэтому пойдем по правой стороне. Что-то здесь у них какая-то сегодня облава. Сказал, перенесемся, а сам это не отключаюсь. Ладно, посмотрим. Вот уже с противоположной стороны Большой Невки виднеется ботанический сад. Да-да. У нас сейчас под ногами будет не Нева, а как раз там, где он вдалеке, возможно, виднеется Аврора. Нева делает ответвление, тем самым образуя Петроградский остров. И это ответвление именуется как Большая Невка. Она, в свою очередь, там дальше тоже делится напополам, формируя тем самым Елагин остров. Там появляется Малая Невка. Ну и потом все они объединяются в Финском заливе. Насколько понимаю, мост разводной. Судя по всем вот признакам. Но разводят ли его, не знаю. Мост Гренадерский. Почему Гренадерский? Почему улица Гренадерская? Сейчас мы узнаем все впереди. Шикарные облака на горизонте. Вход в ботанический сад, естественно, платный. Так ведь? Есть оранжереи, крытого типа, с экзотическими растениями. Там еще отдельно билетик. Вот видите, если бы мы шли по левой стороне, нам и пришлось вот это все бежать, на ту зебру, огибать, там. И только лишь после этих всех приключений и пересечения 5 зебр мы бы оказались здесь, в месте, где берет свое начало река Карповка. Основное место, которое нам следует сегодня посетить.
Аптекарский мост. Великолепнейшее место в городе. Не так давно преобразованное в общественное пространство. Некогда здесь был просто какой-то заросший берег. Вдоль, вот как раз по этой стороне реки Карповки, по левой, по которой мы сейчас пойдем, швартовались, не знаю, громко ли это будет сказано, но, в общем, парковались лодки, катера. Какое-то тут прям вот было это, знаете, есть гаражный кооператив, а есть вот товарищество владельцев этих всех маломерных судов. И вот здесь они находились. Собственно, сейчас их здесь нет. Здесь общественное пространство. Вот у нас по левую руку вдоль всего общественного пространства казармы гренадерского Петровского полка. В целом история сегодня не про него, а про эту часть набережной. Не можешь. Это тот самый тихий уголок Петербурга в самом центре. Здесь недалеко и станция метро Петроградская. И как сейчас мы пришли от Выборгской, от красной линии, Петроградская синяя, напомню, для тех, кто не из Петербурга. То бишь вырваться из суеты и тишины. И даже, как вы видите, в выходной день здесь немноголюдно. Сейчас выйдем, спустимся на такой понтон вдоль набережной. Это местечко, конечно, облюбовали от мамзели, как мы видим впереди, фотографирующиеся. Также чайки с утками любят здесь отдыхать, но и оставлять следы своей жизнедеятельности, как ни странно. Вы не против, я тут прогуляюсь? Там далее по ходу должна быть такая аренда САПов, по крайней мере в прошлом году была, мы сейчас пройдем посмотрим. Парк с так называемыми иммерсивными фигурами. Кстати, мы одну там прошли, такой флюгер забавный был. Но сейчас ветра в парке нет, в этой на набережной. Но есть качели, качели одна, две уже повреждены. Слушайте, время берет свое, друзья. Время берет свое. Замечательные отсылки к порту, да, как эти штуки называются для швартований. Очень рекомендую это место. Какой-то аж диджейский пульт. Каким-то образом должен функционировать. Но... Ну и тут все как бы для деток, в принципе, тоже многое сделано. Можно покричать в эту трубу, услышать с другого конца. Приколдес. Не знаю, некое подобие амфитеатра,
импровизированной сцены, на фоне которой можно выступать, но ни разу не видел, чтобы кто-то хотя бы декларировал свои стихи в этом месте, но я бы остановился и послушал. Да, вот здесь сохранилась станция по аренде САПов, а не только САПов, еще и байдарки. Ну и на всем этом великолепии можно по спокойной, тихой Карповке походить. Слушайте, рыба ловится. Маленькая, но ловится. Да? Важен не результат, важен процесс рыбалки. Так, что мы еще здесь видим? Видим турникменов. Здесь турники, брусья, лестницы, лавки для накачивания гиперпресса. Есть клумбы, которые, как мне помнится, по оригинальной задумке, это не цветочные, а должны были здесь высаживаться всякие вот травы лечебные. Вот такая отсылочка к Аптекарскому острову, видимо. Но сегодня что-то пошло не так. И некогда наполированные шары уже не наполированные. Но, по крайней мере, здесь много очень плодовых деревьев. Вишенки цвели. Прям верю, что шикарно и пахли. Ну а дальше мы выходим на аллею. И в конце этой аллеи нас ждет интересный объект. Ну а в конце аллеи, на скамье напротив входа в больничный городок, приземлился печальный ангел. Скульптура Романа Шустрова. В память о медиках, погибших в пандемию. Прекрасно здесь остановиться и посидеть просто на лавочке. Здесь прекрасный вид на Карповку. Конечно, вот эти вот повязки напоминают о недавнем прошлом. А по левую руку у нас так называемый дом Барановской, занимающий квадрат между набережной Карповки, Большим проспектом и Петропавловской улицей. В принципе, про дом Барановской и хвост Большого проспекта мы, наверное, в следующий какой-нибудь из прогулок по Петроградке поговорим. А мы сейчас перейдем на правую сторону Карповки по Петропавловскому мосту. Где, как мы уже видим, повторяя изгиб
набережной стоит шедевр конструктивизма. Да, Петропавловский мост. Тут нам надо будет совершить опять маневры по многочисленным зебрам. Так, сейчас окажемся прямо на этой стороне Magic. Ну и обратите внимание, как в этом месте уже меняется набережная. Здесь появились перила. Нет спуска к воде. Гранит. Ну а я говорил о первом доме Ленсовета. Проект Евгения Левинсона и Игоря Фомина был уникален для тех лет. Для партийной, творческой, научно-технической элиты Ленинграда. В 1935 году на набережной Карповки появился дом из 73 квартир от 2 до 6 комнат с ваннами, встроенной мебелью, еще солярий на чердаках, детские учреждения на 2-м этаже. Механическая прачечная аж была, парикмахерская, магазины, комнаты для обслуживающего персонала, ну и соответствующий декор тем годам. Давайте перенесемся во внутренний дворик. Ну и зайдем во двор. При входе нас встречает некогда работавший фонтан. Памятные таблички, что в этом же доме некогда кто-то великий жил, скамеечки. Ограда, слушайте, вот, судя по этим ручкам, это не современные воротины, но и симметричный двор с такими двумя призабавнейшими лестницами какого-то великого функционала. Я думаю, они не несут. Чисто для красоты. Поднимемся. Тут, конечно же, нас встречают очередные решетки. Видимо, там вход или в квартиру, скорее всего, да, или еще что-нибудь. Как раз вот здесь мы видим хорошо участки крыши, которые, возможно, были теми самыми зонами для загорания, солярий. Так, ну что ж, возвращаемся на набережную. Ну и продолжаем свое движение вдоль Карповки. С левой стороны, если через этот парк пройти, там будет метро Петроградская. Так, наверное, здесь мы сейчас найдем лазейку, и нам надо пройти чуть-чуть во двор. С этой, с левой стороны. Сейчас от советского конструктивизма снова перейдем к модерну.
Вот, как вы видите, сразу за домом Ленсовета на улице Литераторов стоит особняк Молчанова и Савиной. Или так просто там дом Савиной. Мария Гавриловна Савина – это заслуженная артистка императорских театров. Александр Островский отдал ей все ведущие роли почти во всех пьесах. Ну, еще она основала дом ветеранов сцены на Петровском острове. Ну, а ее муж Анатолий Евграфович Молчанов, к слову, глава общества пароходства и торговли и председатель Русского театрального общества, в 1905 году заказал проект семейного особняка Михаилу Гейслеру. Вот получилось что-то неповторимое. По отдельности стандартные детали модерна, конечно же, прослеживаются, но в целом другого такого дома в Петербурге нет. Супруги прожили здесь вплоть до ухода Марии Гавриловны в 15 году, после чего Анатолий Евграфович переселился в дом ветеранов, а здесь организовал музей любимой жены. В 1925 году музей закрыли, особняк передали под конторы и коммунальное жилье, ну и таковые там размещаются по сей день. На буквально 100 метрах еще один памятник модерна. Ой. На этот раз многоэтажного модерна. Жилой дом Второго Петербургского товарищества для устройства постоянных квартир по проекту Алексея Зазерского. Давайте во двор зайдем. Благо калитки открыты. В парадной здесь не попасть. По насыщенности декора дом уступает, конечно, более знаменитому проекту Зазерского на Каменноостровском проспекте. Это дома 73-75. Но при этом в элегантности ему, конечно, не откажешь. Такой дворик чудесный. Парадные. Ну, кстати, через эту правую арку можно этот дом насквозь пройти и выйти на соседнюю, как раз на улицу Литераторов, вот через ту калитку. Так, давайте мы вернемся на набережную. И нам надо дойти до Силина моста. Там мы пересечем Каменноостровский проспект. Вот, и перейдем на опять левую сторону реки Карповки. Карповка здесь делает такой излом практически на 90 градусов.
Я, кстати, что-то сбился считать. По-моему, это будет у нас 4-й мост. Или 5-й. По-моему, 4-й. Как я говорил, у нас 6 мостов по пути. Какая-то стройка. Как вот тоже это... Вот там, где кирпичная кладка, это оригинальная или это надстраивают, пристраивают из бетона целые этажи, как это все выдерживает, вопросики. Так, здесь не вижу нейминга моста, вот там с той стороны есть. То мы сейчас идем по мосту вдоль Каменноостровского проспекта. Как я сказал, это Силин мост. Я обманул. Так. Опять совершаем маневр по зебрам. Нам, по сути, надо просто оказаться на набережной. А чтобы оказаться, нам надо 3 зебры перескочить. Ну и раз уж я прям оказался рядышком, такая небольшая неплановая вставка, не по нашему маршруту, но прям буквально 100 метров влево на Каменноостровском проспекте это дом Эмира Бухарского. Историческое здание, расположенное на Каменноостровском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга, было построено в начале 20 века, имеет необычную архитектуру, которая сочетает в себе элементы восточного европейского стилей. Сам Эмир Бухарский имеет непосредственное отношение к той самой мечети, которая рядом со станцией метро Горьковская. Поэтому сейчас давайте махнем во двор. Поговаривают, что в этом доме ныне, ну, опять же, следует отметить, что коммунальные квартиры еще даже и из таких домов не выжили. Но они есть. И в одной из коммуналочек местный житель, если вам повезет, и вы на него здесь наткнетесь, то сможет провести экскурсию по дому, сводить вас в свою коммуналочку, показать, как живут. Ну и при совсем хорошем расположении духа может отвезти даже на крышу и показать дом, точнее не дом, а окрестности дома с крыши. В принципе, был бы интересный экспириенс, но вот сегодня его здесь нет. Но, возможно, если вы придете в этот двор и на какое-то время задержитесь, фотографируясь или просто рассматривая детали, и он вас через свое окошко увидит и спустится, ну и, соответственно, считайте, вам повезло. В противном случае, ну, нет так нет. Вот как было во дворе тихо
И как вот мы подходим к Каменноостровскому проспекту, и прямо вот это вот начинается. Выходим и налево возвращаемся на берега речки Карповки. Буквально рядышком. Так, здесь мы сейчас дойдем до следующего моста. Ну и там на углу с Ординарной улицей, рядом с Гесслерским садом, стоит дом такой типовой советской застройки. Сейчас мы чуть поближе подойдем. А чтобы время не терять, я вам расскажу. До 1970 года на этом месте стоял особняк Кирши Вяльцевой. Двойное название от разных владелец. В 1899 году дом построили по заказу купчихи Книрши. Авторы проекта Владимир Чагин и Василий Щёне. Затем особняк перешел в собственность Анастасии Вяльцевой, знаменитой певицы начала 20 века. Ну и при этом для отбивки вложенных она открыла в нем ресторан Монте-Карло. Мягко говоря, с не самой чистой репутацией ресторан был. И до революции, и в годы НЭПа в народе его прозвали бордель. Ну, сейчас мы видим советский дом, а я рассказываю про то, что было. После закрытия борделя в бывшем особняке размещались разные учреждения, а после войны дом вовсе оказался непригоден для чего-либо по причине глубокого аварийного состояния. Четких фоток бывшего особняка не осталось, поэтому вот покажу такую картинку, рисунок. Дуэт Чагина и Щёне известен в первую очередь по особняку Кельха на улице Чайковского. Мы в одной из прошлых прогулок его видели. Еще известен по даче Евгении Гаусвальд на Каменном острове, которую строил чуть ли не одновременно с этим домом на Карповке. Отсюда их братство. Угловая башня Гриб. Один в один. Так, я тут опять делаю маневр мимо моста. Уже 5-го по ходу нашего движения. У нас осталось еще 2 здания. Так, здесь Мочкаловский проспект перейдем. Благо никаких светофоров нет. Долго ждать не приходится. Нам надо дойти до следующего моста. Оказаться снова на набережной.
Так, через реку тут уже два новых здания на месте несостоявшейся гостиницы. Прямо мы видим уже Покровскую церковь при Иоанновском монастыре. Сейчас об них скажу чуть далее. Тут. Здесь эти два здания, разделенные улицей Всеволода Вишневского. Сначала давайте про левый. Доходный дом Клавдия Чубакова. Стиль эклектика. 1912 год. Портики поддерживали бородатые атланты. Некогда. Над колоннами восседали атлеты, а форма башни повторяла башню ветров в Афинах. Как-нибудь так встать, то что-то эти все тут столбы. Так, давайте я чуть-чуть отбегу, чтобы в кадр больше вмещалось. Так, мост. Я не рассказал, что за мост у нас. Карповский мост. Значит, башню ветров повторяла, которая в Афинах, древнеисторический метеорологический павильон. В проекте архитектора Габе башню венчал грозный орел с опущенными крыльями, однако в реальности его заменили на грифона. Все это мной озвученное утрачено уже при реставрации и перестройке 1964-66 годов. Из украшений дома остались только лишь изображение двух львов над входом и стенах лестничной площадки. Сейчас где мужчина прошел, вход и львы над ним. В 2021 году в башне случился пожар. Ну, как я вижу, тут не только в башне, а еще и в квартире на 5-м этаже. И до сих пор ничего не убрано, не прибрано. Ну а справа от моста доходный дом Трифахина 1911 года по проекту Константина де Рошефора. Больше всего внимания привлекает башня со шпилем. Глядя на угловой фасад, стойкое ощущение, что чего-то как будто не хватает. И правда, здесь был эркер с балконами. Вот фотография. В историческом справочнике пишут, что в блокаду сюда попала бомба. Но на фото 50-х годов эта часть еще есть. Скорее всего, угол не обвалился сразу, а его убрали уже при реставрации. Ну и очень похоже на судьбу дома Евментьева на Маховой. Только там разрушения были более значительными, и угол дома срезало мгновенно. Но главная особенность дома номер 32
Так, давайте здесь перебежим поближе к нему. В ту сторону. О, здесь еще зачем-то булыжники оставлены. Интересно, интересно. После постройки здесь селились в основном паломники Иоанновского монастыря на противоположном берегу. А еще тут жили Николай Суханов и Галина Флаксерман. Он меньшевик, она большевичка. Семейный плюрализм. Так вот, 23 октября 1917 года, пока Николай Николаевич отсутствовал по делам, Галина Константиновна предложила собраться в их квартире ЦК РСДРП. Именно в этот день комитет принял решение о вооруженном выступлении, которое состоялось 2 недели спустя. Событие, перевернувшее историю, о чем свидетельствует нам данная плита. Ну а дальше набережная реки Карповки, облагороженная, заканчивается. Вот отходишь буквально 20 метров от дома на набережной Карповки, и похоже на сельский пейзаж. Только вот там высотка на правом берегу напоминает, что мы еще в городе. Прошлым летом вроде как власти взялись облагораживать это место. Знаете, с одной стороны хорошо, а с другой стороны возможен конец тихого уголка Петербурга. Ну а тут мы как-то так по тихой сапе прошли жемчужину неовизантийского зодчества в Петербурге, Иоанновский монастырь по проекту Николая Никитича Никонова. Отец Иоанн Кронштадтский основал в 1899 году в своем родном селе Сура женскую общину, а вскоре взялся за устройство подворья в Санкт-Петербурге. Участок был подарен почетным гражданином столицы Семеном Раменским. Ну а сам комплекс возвели буквально за 3 года, и к 1902 уже открылся, а спустя 6 лет здесь упокоился сам отец Иоанн, согласно своему завещанию. Обитель ликвидировали в 1923 году, церковь отдали под клуб, а другие заведения в 1926 году передали Государственному научно-мелиорационному институту. Возрождение началось в 1989 году, ну и с тех пор год за годом обитель обретает прежнюю красоту. Вот такие знаковые события, места со знаковыми событиями расположены друг напротив друга на реке Карповке. Ну а на этом исследование тихих уголков и закоулков Петербурга на сегодня, считаю, достаточно. Миссия выполнена. Прогулка состоялась.
солнечный Петербург не подвел. Поэтому спасибо, что были со мной. Спасибо, что гуляете. Возможно, поддерживаете. Ссылки в описании. Там, возможно, какие-нибудь донаты. Может быть, на кофе, может быть, на очередную прогулку. В одном из комментариев было предложение съездить в Великий Новгород. Опять же, это время и средства. Ну и до сих пор собирается донат на прогулку на корабликах, чтобы показать для вас Петербург с воды. Ну что, лайки, подписки. Всего доброго. Спасибо.